Всем привет! Вы на канале про трейдинг и инвестиции, и в этом видео поговорим про BTT, а именно про его переименование. Пару часов назад пришло объявление про то, что будет переименование токенов BTT, и все, кто имеют его на споте, могут получить другие токены вместо него в соотношении 1 к 1000. Такая же была акция недавно по BZRX, как кто помнит, и его переименовали в ООКи. После этой акции, если посмотреть прошлые наши видео, посмотрите, кстати, про BZRX, после объявления о переименовании цена начала падать, потом на каком-то нижнем значении зафиксировалась, и когда был листинг, то первые минуты были очень большие скачки, и можно было продать ООКи по намного лучшей цене, чем последние минуты делистинга BZRX. Поэтому я надеюсь, что тут будет такая же ситуация. Поэтому я тоже куплю вот эти вот BTT перед самым делистингом. Вот написано, что смотрите по срокам. 11 января становится кросс-маржинальное заимствование, 14 января закроются все маржинальные позиции, а все фьючерсы закроются 14 января в тот же период, что и маржинальные позиции, в отличие от спота. Остановка спотовых торговых пар произойдет 17 января. Он на русский не очень правильно переводит. В общем, остановка спотовой торговли будет 17 января в 4 часа по UTC, 4 часа утра. По МСК это прибавляйте 3 часа еще. Вот. И потом выдаст новые BTTC в соотношении 1 к 1000. После этого начнется торговля 21 января в 4 часа по UTC. Вот. Но тут будет торговля только с USDT, USDC и True. В торговых парах с BTK и BNB не будет. Вот, не знаю, как это повлияет на волатильность, может, они что-то знают именно в Binance, но пока такие вот условия. То есть, я так думаю, что можно будет купить, опять же, это только мое мнение, может, вы считаете, что лучше купить его сейчас, когда он уже просел, или чуть-чуть позже. Но я буду покупать примерно 17 января, может быть 16 вечером. А потом открытие будет 21 января, после того, как раздадут новые монеты. Как вы видите, сейчас волатильность еще довольно у него большая. Вот когда было про деноминацию, был скачок цены на 9%, а потом падение на 4, 3 и 7. То есть, возможно, все, кто проследил за такой процедурой в BZRX и ОКи, решили этим воспользоваться, и поэтому цена не будет так сильно падать. Или наоборот, в первые минуты листинга они прям сольют сильно. Но можно все-таки попробовать на небольшую сумму для будущего, знать, что может произойти. Но напомню, в BZRX прошлые разы, сейчас не сильно, кстати, относительно всех дней, большая волатильность, тут было и 50%, сейчас стало 18%. Напомню про BZRX. Те, кто купили в последние минуты перед делистингом, смогли продать даже после листинга ООКи, смогли продать в 2-3 раза выше. Да, были жалобы на то, что не всем вовремя перечислили, и 10 минут непонятно, кто там торговал, была огромная волатильность. Это очень прикольное, кстати, видео, найдите, листинг ООКи. Вот. Но все равно после такой большой волатильности все равно цена оставалась в 2 раза выше, и потом еще дальше стала расти, чем она была до даже объявления о делистинге. Вот, поэтому я буду участвовать, посмотрим, что произойдет. Ну а сейчас вот это падение, оно тоже связано и с биткоином. Как вы все видите, он прям так сильно упал и отскочил. Прекрасно отскочил. Вот.
Все, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, в этом году наши видео будут еще больше, интереснее для вас и полезнее. Поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить ничего. Вот какая большая красивая свеча по биткоину. Просто супер. Все, всем пока-пока. Удачной торговли.